Привет! Сегодня у нас вторник, 20 мая. Ну, давайте посмотрим, что у нас происходит с биткоином. С ним ничего у нас не происходит абсолютно. Распиливаем. Все, стоим, распиливаем. Не знаю, сейчас посмотрим для интереса, будет ли отскок вот из этой там, скажем так, средней зоны проторговки, да, он может как бы сделать такую историю. Пойти там куда-то попытаться обновить хай. Ну, посмотрим. Все это далеко не очевидно. Я все-таки продолжаю ждать, что пробьет вниз. Мы сходим хотя бы на 100. Еще лучше. Ну, вот в эту зону 93, 94, 90. Ну, она у нас вот это вот вообще вся зона получается. Должна поддержать, но не обязана. Что, вчера отскочили опять же, вот. Даже до уровня до этого не дошли. Да, опять попытались пойти вверх, но перехая там не было, да, и оттуда опять началось давление. Ну, я уже вам говорил, что вся вот эта вот история очень похожа вот на эту историю, только в уменьшенном масштабе. Да, вот он, наш клин. Мы потом вышли оттуда, да, только он там поменьше. Вышли, потом еще раз попробовали, низ потестировали. Ну и здесь, наверное, он все-таки побольше был, да, здесь 110-90. Мы ходили, и в принципе это нормальный диапазон, да, я там неплохо заработал. В конце года, в начале и в январе до 2 февраля, по-моему. 2 февраля, да, там было. Ну да, если на биткоине это было не очень страшно, то на эфире это привело к потерям. Ну и, собственно, сколько мы можем стоять здесь, непонятно, да, здесь середина ноября, до стояли, считай, что второй половины февраля. Ну, это что получится, 1,5 месяца, 3 месяца мы как бы пилили вот эту зону. Здесь она чуть-чуть в уменьшенном масштабе, да, и здесь интервал поменьше, у нас там 107, 102. Что как бы несколько печально. А так вот здесь такой же клин, собственно говоря. Вот он. Ну, если недельку включить. Если включить недельку, то все это похоже то, что здесь на дневке. Что нам это говорит? Да ничего нам это особо не говорит, ничего нам это особо не дает. Да, если торговать фьючами. Ну, со стопами можно, да, там от верхней зоны шортить, здесь пытаться подбирать где-то. Но опять же со стопами, как вот со стопами, да, здесь не дошло. Кто-то купил, на куда стоп? Стоп за это лой. Здесь получается сколько? 102 200, а здесь 100 500. Ну, почти 2000, да? Ну, то есть такое себе здесь, даже 1 к 2-то с трудом получается. Поэтому здесь лои. Ну вот все интересное происходит в 5 часов утра по Москве. Вот я вам говорил вот еще в вчерашнем видео. И так вот, если бы не лень, то можно просыпаться там с 3 до 5 не спать, смотреть и в 5 часов брать в обратную сторону предыдущего движения. Я там на истории посмотрел, ну, условно там в 8 или в 7 из 10 случаев ты будешь там что-то забирать, какие-то деньги. Да, здесь тоже. Вот, в 5 часов хай и повалились вниз. Здесь. А здесь в 5 часов наоборот лой.
да, и мы потом пошли вверх. Ну, то есть можно там какие-то закономерности поискать, но неудобное время, конечно. Что делаем? Колы я так и не взял. То есть по биткоину у меня только путы на снижение есть. Но это можно сидеть, как бы еще 2 недели они могут все это распиливать. Это не гарантия, что мы пойдем. Ну вот если только здесь закрываться, как бы и все, и открывать, пытаться в обратную сторону, ну это такой себе. Потому что если мы ливанем, то как бы я их уже потом, эти колы, не закрою. С другой стороны, мы можем и не ливануть. Ну, в общем, логика в принципе понятна. Отсюда брать путы, отсюда брать колы, как бы и... Ну, то же самое по фьючам пока. Потому что распиливать мы еще непонятно сколько это все будем. Нужен какой-то триггер, чтобы нам сюда куда-то палиться. Можем, конечно, и без триггера, но рынок тяжелый. Тяжелый рынок. Если там, ну, широко это все было, то здесь, как бы, вот мы стоим. Да, если вот эти вот пробои как бы не брать, стопосносы, то что там, 104, 102, 2 бакса. Ну, здесь уже пошли распилы, да, здесь сняли вверх, ну, низ еще не сняли, к сожалению, поэтому и сидеть. Ну, получается, как бы стратегии, какие здесь опционы, ну, по-хорошему продавать. Их надо продавать, конструкции как бы строить, которые в диапазоне тебе дают прибыль. Но там проблема в том, что тебе надо обеспечение большое. То есть это можно делать, но там условно 1 к 10, то есть в 10 раз почти больше тебе надо обеспечение, чем ты получишь как бы премию за эти конструкции. Что как бы, ну, такой себе вариант. Ну, а направленное движение вот приходится ждать как по 2 недели. Ну, то есть какой принцип там условно? Ты берешь отсюда путы, отсюда колы, да, и можно их держать, в принципе, 2-недельные. Если они заканчиваются, как бы брать новые. И да, если движение там будет большое, хотя бы там на 94, либо отсюда там будет, допустим, со 100 на 115, ну, ты как бы это дело окупишь и будешь там в какой-то прибыли. Это так, как какая-то стратегия. Ну, так, ничего нового. Все, ну, вот пики. Здесь вот по-другому. Здесь как бы раз, вышли, сняли ликвидность вот за этим хаем, да, и быстро пошли вниз, нормальное движение. Так же, как здесь. Сняли этот хай, быстро прошли вниз, как бы нормально. Ну, потому что перед Новым годом была ликвидность в рынке как бы большая. Там много игроков собиралось, кто-то фиксировал прибыль, конец года, как бы. Кто-то наоборот там пытался набирать позиции, вот рынок растет, сейчас альт-сезон там и так далее, Трампа выбрали, сейчас полетим. А сейчас у ритейла денег нет, ну, потому что всех засадили уже давно и все забрали. Институционалы, ну, как бы они могут кто-то набирать, какие-то фонды могут продавать, которые заработали там условно набирали здесь и здесь, они могут уже вполне распределяться. Как бы там не все фонды держат там это все в долгосрок. Вот дало оно там условно 20%. Все, начинаем ребалансировать, да, какой-то процент оставляем, какой-то продаем. На ритейла, мне кажется, нету здесь. Ну, по большей части. Так, ладно, давайте по эфиру посмотрим. Все это лирика. Эфир из нашего воображаемого канала попытался выйти и запрыгнул обратно. Сейчас посмотрим, допилим мы до сюда или нет. Ну, я здесь, наверное, буду часть путов закрывать, которые как бы и брались до этого края.
Да, здесь можешь колы открывать сюда, потому что у меня есть еще дальние путы на снижение, там 2.100 страйк. Я их покупал за копейки. И как бы если что, если вдруг мы польемся, как бы они дадут там какую-то ощутимую прибыль. По этим брать. Отсюда в лонги заходить на фьючах, ну, блин, такое себе дело. Тем более эфир. Со стопами можно, конечно, пытаться там что-то половить, ножи какие-то, да, на отскоках. Ну, не знаю, насколько там можно заработать на этом. Поэтому смотрим. На этой неделе еще новостной фон-то как бы такой, там ничего особо примечательного нет. Если только в четверг там надо посмотреть. Давайте сразу посмотрим, что у нас там, когда может какой-то триггер быть, чтобы рынок куда-то пошел. Конечно, может и без этого куда-то пойти, но это маловероятно. Так. Так. Завтра ничего нет. Давайте четверг посмотрим. Четверг. По безработице данные. Деловая. Ну вот в четверг еще там после обеда там что-то индекс деловой активности, там безработица и так далее. В пятницу тоже ничего интересного. Ну, короче, такая пустая неделя довольно-таки. Ну, по эфиру, я думаю, что тоже здесь как бы торговые идеи, они понятно где подбирать его, пробовать. Ну вот, от 2300 можно пробовать со стопом вот за эти лои. Здесь. Ну и соответственно так вот вниз идти. 2200 в принципе вот за эту лой можно что-то, если не выбьет. Потом почти что 2100, ну и низы там совсем все низко уже. Да, здесь, если мы сюда польемся, ну это опять же линия такая себе. Если здесь хотя бы, ну, понятный какой-то канал, здесь уже куча точек, то вот это, а вверх, 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 вверх. Ну, наверное, вот эти вот истории какие-то 2800, середина, 2730. А мы до нее вот и доходили. Вот этот хвост. Ну вот откуда-то по нему вот, с каким-то стопом можно пробовать опять шарты, если вдруг мы туда уйдем. Ну, позиция, я думаю, что карту ликвидации, есть ли смысл там ее смотреть. Ничего там не меняется. Шартов набрали. Если на 30 дней смотреть. Ну вот по биткоину, конечно, вниз. Просится вниз, потому что ликвидности там намного больше. Ну, судя по, опять же, CoinGlass. По эфиру. По эфиру ну, плюс-минус одинаково. Что вверх, что низ. То есть в эфир народ верит больше, чем в биткоин. Так, ладно. Все, ребята, давайте до завтра. Завтра будет видно.
если что-то поменяется на рынке.